Привет! Сегодня решила записать видео, так как у меня выходной, и, конечно, у меня сразу поднимается настроение в выходной день что-либо писать. Сегодня ездила снова в этот красивый город Шлиссельбург. Очень мне он почему-то запал в душу с последней поездки, что очень там было живописно, красиво. Как-то впечатлил меня очень этот городок, исторический очень, поэтому захотелось мне снова побывать в нем. И сегодня со мной еще подружка ездила. Мы взяли фотоаппараты с ней и пошли фотографировать. Хотя уже листва вся, практически вся опала, но все равно было красиво. Я вставлю несколько кадров. И тут, в общем, дубль 2 я приехала опять зачем-то в Шлиссельбург. Ой, там красивая утка. Да-да-да, чуть-чуть даже затяну. Видна. Очень хорошее, такое красивое место, но листва уже опала. Листва опала, поэтому уже не так живописно смотрится, но все равно красиво. И вот там, где... Вот там, за моей спиной как раз крепость Терешек еще видна немного. Но уже туда никто не ездит, потому что все холодно. И мы пошли. Вообще, на самом деле, очень вот так же живописно, красиво. В любом случае, фотки мы поделали. И мы решили еще прогуляться, посмотреть. Но мне кажется, кроме прогулки у нас не получится больше ничего. Ну, фото. Обожаю такие красивые деревья, сейчас покажу. Они мне какие-то сказки Пушкина напоминают. Круто! Да, вот так красиво. Ой, я тут решила на камешках пофоткаться. Вот тут. Хоть и уже листва почти вся опала, но все равно еще красиво, кое-где желтые листики еще пока присутствуют, поэтому очень все равно живописно, очень красивое место. Короче, я эту малышку решила чуть-чуть покормить, она кушать хочет. Маленькая моя. Мы так затупили, мы даже хлеб не взяли, придется печенюшку давать. Бедненькая. Ну, видно, кушать хочет, да. И вот немножко другой ракурс на крепость Терешек. Ну-ка поближе. Угу. Очень здорово. Тут отдыхающие даже вот приезжают там наслаждаться красотой. Очень красиво. Ну, без селфи, как обычно, ни одна поездка не проходит, иначе это так неинтересно. Еще пару-тройку инстаграмных фоточек. Но действительно, все-таки живописная местность, какие-то интересные такие краски, даже хотя и был пасмурный день, но все равно есть еще моменты, которые все-таки дают возможность сделать очень неплохие кадры. Я думаю, часть из этих хороших кадров, скорее всего, пойдут на изготовление моих открыток, потому что очень люблю красивые места. Вот утка тоже это замечательно очень получилось, поэтому, думаю, несколько фотографий все-таки переедут в статус открыток. Хоть погода нас в этой поездке и не порадовала, но все собой закрыла красота вокруг. Камни, природа, утки и там отдыхающие люди рядом тоже очень позитивные были, спрашивали, куда пройти и так далее. Издалека крепость Терешек, пару-тройку кадров подруги, чтобы была возможность запомнить навечно эту поездку. В общем, нам очень понравилось, если честно. В пути назад мы начали вспоминать, кто где путешествовал, как бы здорово раз хотя бы в месяц выезжать куда-то в Ленобласть хотя. Потому что сейчас, сами понимаете, какая обстановка. И осваиваем территорию Ленинградской области. На самом деле мест очень много красивых, куда съездить. И вполне себе бюджетно. И вот ехали, вспоминали, куда мы путешествовали. Первый раз, когда я выехала за границу, я прочла интересную книгу. Сейчас память, если мне не изменит, это была трилогия. И называлась она «Кодекс Люцифера», по-моему, если я правильно помню.
Как-то я даже пост сделала в Инстаграме у себя. И там уж очень хорошо была описана история, там сказка, но она очень красиво переплеталась с историей вот Праги, с историей. Мне очень понравилась именно вот история там этого Карлова моста, там что там душу дьяволу продал, чтобы там сделать этот мост. И, в общем, интересно было и читать вот эту историческую сказку, да, там, легенду, и в том числе, вот как-то, когда я читала, у меня такой интерес возник, и мне показалось, боже, это, наверное, вообще самые красивые там, самая красивая страна на земле, надо срочно в нее поехать. И вот как же все-таки влияют красивые истории, какие-то в чем-то исторические, да, моменты, в чем-то красивые легенды. Вот они как-то приближают нашу фантазию, и нам хочется съездить и посмотреть, а так ли это, а как на самом деле, а вот то, что было в легенде, как оно сейчас выглядит. Когда едешь в какую-то другую страну, можно немножко почитать информацию и вот чуть-чуть, конечно, чтобы в этой информации были какие-то вот эти интересные рассказы, легенды, какие-то вот милые сказки, которые все равно присутствуют только в той или иной там, да, местности. И это, мне кажется, еще больше раздает фантазию и желание путешествовать, там, побывать в том или ином месте. Я вот была, конечно, в восторге, когда читала книжку там. Все равно, когда читаешь, это всегда интереснее, чем даже смотреть, да, и всегда информация как-то воспринимается, как будто ты там вот погружаешься в эту информацию, и вот, как будто ты идешь тоже на этом мосту, а здесь это, а здесь так. И вот, когда ты уже приехал и идешь по этому мосту, и тебя впечатляет все, ты думаешь, боже, какого стоя. И вот смотря фотографии, вспоминая вот, почему я вообще в принципе поехала, и вот так становится тепло на душе. Далее, смотря фотографии, потом видео, с этой поездки будешь вспоминать только вот все счастливые моменты. Решила также еще приготовить яблочки с сахаром запеченные. Обожаю это блюдо. В дополнение ко всему вышесказанному хочу сказать, что мой опыт в путешествии дал осознание того, что миром все-таки правят положительные эмоции, что на улыбку всегда ответят улыбкой и на любое доброе дело всегда ответят добрым делом. Не обязательно ездить куда-то далеко, можно и осваивать местность, в которой вы живете. Нам вообще повезло, у нас страна большая, можно путешествовать постоянно и видеть все новые и новые места и получать разные положительные эмоции. Я вот, например, считаю, что смена обстановки всегда положительно влияет вообще, в принципе, на весь внутренний мир человека. Дает возможность переосмыслить всю свою жизнь или какую-то часть из нее. Вот во время поездки можно сесть там, особенно в живописном месте, на какой-нибудь камешек, посмотреть вдаль, послушать шум волн и задуматься, все ли верно ты сделал, все ли правильно было в твоей жизни, может что-то нужно изменить и что можно изменить, ведь всегда есть возможность подумать об этом. Особенно в поездке это как-то делается более интересней, потому что эйфория, эмоции, все это хорошо влияет и на внутреннее состояние, и вообще на взгляд вокруг себя, и, в принципе, в свою жизнь. И вот мой маленький совет. Всегда путешествуйте, сменяйте обстановку. Если нет возможности ехать далеко, съездите где-то рядом, в соседний город, в соседнюю местность. Может быть, всегда есть красивые места, куда можно съездить, посетить и сменить обстановку. И таким образом, грубо говоря, проветрить свои мысли. А заодно и посмотреть, как живут другие люди. Бывает, съездишь в поездку, приедешь домой, понимаешь, что не все у тебя так плохо, рассматривая ситуацию с другой стороны, и все у тебя получится. Ведь каждая поездка – это маленькое приключение, а чем длиннее поездка, тем больше приключений. Вот, например, у меня никогда не было так, чтобы все прямо прошло гладко, как запланировано. Всегда будут какие-то моменты, которые действительно, кроме как приключениями, никак и не назвать. И именно такие моменты нас учат нестандартно мыслить, выходить за рамки своего мышления, соответственно, понимать, как можно в той или иной ситуации что-то предпринять. И таким образом мы начинаем лучше понимать всю свою жизнь. Ведь наша жизнь такая интересная, и так хочется провести ее с улыбкой на лице, запомнить самые приятные моменты, сделать близких и любимых людей чуточку счастливее.
и от этого и себя чувствовать более счастливым. Ну, а мои яблочки уже почти готовы. Спасибо вам за просмотр, ребята. Пока!